Роман, привет. Спасибо большое, что пришел на интервью. У меня очень много к тебе вопросов. Надеюсь, мы уложимся в то время, которое у нас есть. Привет. Э, Я знаю про тебя несколько важных для меня фактов. Я их перечислю, а потом задам свой первый вопрос. Я знаю, что ты, будучи студентом, активно участвовал в ICPC соревнованиях и был чемпионом России. Потом я знаю, что ты активно участвовал в организации этих соревнований на территории России, и, то есть помогал студентам там быть и был в жюри. То есть ты судил тех участников, которые там были. Также я знаю, что ты работал в JetBrains и не только участвовал в разработке Kotlin, но и руководил командой несколько лет, которая разрабатывала этот язык и продолжает, видимо, сейчас разрабатывать. И я знаю, что ты в Яндекс работаешь. У меня вопрос. Ты за все эти 30 лет, как я себе разложил на шкале времени, ты одинаковое количество времени программировал? Или ты перестал в какой-то момент этим заниматься и больше ушел в менеджмент и в архитектуру? и не одинаково, конечно. Наверное, первые я очень много программировал, промышленным программированием занимался, писал код. Первые 10 лет где-то своей карьеры, 8 где-то вот так, прям вот реально, ежедневно, постоянно. Потом, когда команда еще на моей, когда я в финтеке работал, еще до JetBrains, продолжительная часть моей жизни, лет 15. И там, когда команда выросла, проект стал побольше в какой-то момент, лет через 7, конечно, уже на программирование столько времени не оставалось, и я стал программировать меньше. А, И в какой-то момент, когда команда уже стала совсем там под сотню человек, уже я на себя не брал никакие какие-то задачи программистские, больше занимался управленческими вопросами, но при этом продолжал заниматься всякими пэт-проектами, продолжал заниматься олимпиадами, архитектурой, дизайном, то есть такой путь. Но это не вниз все. Потом, например, пришел в JetBrains, и первые 2-3 года в JetBrains я занимался дизайном карутин, писал библиотеку для карутин. Это, ну, то есть у меня там несколько лет почти полностью зеленый GitHub, потому что какой-то open source проект, и результат моей программистской деятельности виден всем, благодаря тому, что это не закрытый проект, а open source проект. Ну, а потом, опять же, когда Андрей Беслав ушел, я стал руководить всем Kotlin. Тут уже настала ситуация, когда надо заниматься с людьми работать, команду выстраивать, и уже программирование можно, опять же, по GitHub этот момент хорошо заметить. Ну, а не скучаешь ты по программированию? Ну, я же не остаюсь, я же не совсем до нуля, у меня никогда не входит, у меня всегда есть какие-то, у меня есть олимпиады, у меня есть пет-проекты, то есть даже когда я занимаюсь, у меня большая команда, и уже такая ситуация, что я не могу на себя брать никакие программистские задачи, что работа другая. Не в этом моя польза. В проекте все равно у меня есть что-то другое, где я программирую. А если бы ты сейчас взял какую-то задачу из ICPC спектра, ты бы решил ее? Я могу, в принципе, ну, у меня, вот я сейчас, если в Codeforce участвую, я где-то болтаюсь между первым и вторым дивизионом. Это не топ, не топ, то есть, но что-то я решаю, что-то я решить в принципе могу, что-то я могу решить, но медленно, да, то есть в Олимпиаде же важна еще скорость, и когда я готовлю задачки, например, участвую в жюри, там скорее важна точность при каких задач, чтобы не было ошибок, не так важна скорость, которую делаешь, да, и скорости у меня уже давно не хватает, скорости решения. Ам, Задач я больше мне, скажем так, тяжело себя заставить решать задачи на скорость. Вот тут был Advent of Code, такая простая олимпиада, где очень простые задачки, где надо быстро делать. А, и приходится, чтобы заставить себя делать это быстро, приходится себя заставлять, потому что годы промышленного программирования приучают тебя, в первую очередь, думать о том, чтобы код был правильный. К черту скорость, главное, чтобы багов не было. А в спортивном программировании а, скорость часто бывает важнее. Ты говоришь о скорости написания программы или о скорости ее выполнения? М. Я в данном случае говорил о скорости написания программы, да, скорость выполнения программы в промышленном программе тоже важна, ну, если у тебя наружная система, да. Здесь я скорее больше речь. То есть я, например, когда пишу код, я настолько привык писать код в команде, когда надо, чтобы он поддерживал, что я пишу код, я вижу, там, что-то плохо названо, я пойду по рефактору. Я не могу сейчас заставить этого не делать. А смотрел программирование стоит на времени, тебе надо решить задачку сдать, тебе не нужно maintainable код получить. Твоя задача получить быстрый, корректный код, который проходит тесты, что тоже
немаловажный скилл. И по-прочему программированию тебе нужно, кроме этого, еще много чего другое, чтобы код был хорошо поддерживаемый, хорошую архитектуру имел. И когда ты привыкаешь в таком режиме программировать, эта привычка в каком смысле мешает дальше спортивному программированию. Слушай, а не мешает ли спортивное программирование становиться промышленным программистом? Если ты привык программировать что-то быстро, и тебе не важно, поддерживаемое ли оно, можешь ли ты потом влиться в команду обычных программистов? Ну, слушай, я не замечал, что мешает. Скорее, понимаешь, тут, я бы так сказал, если посмотреть иерархию всяких умений, которые ты должен в разных областях иметь, да, ну, понятно, что ты должен учиться программировать, какая-то база. Ты должен какие-то алгоритмы знать. И вот эта база нужна всем. Ты должен учиться писать, смотреть на крайний случай, что еще важно, отлаживать код, находить ошибки. Это тоже все важно. Здесь некая база, которая нужна любому программисту, будучи спортивным. Дальше понятно, что если ты серьезный спортивный программист, не просто там, а ты прям серьезно спортом, серьезно в соревнованиях участвуешь, тебе надо считать кучу алгоритмов, которые практически в жизни вообще не нужны. Вот. И наоборот, если промышленный программист, тебе поверх этой базы нужна куча знаний, которые тебе нужны для спортивного программиста. Тоже. В команде писать код и так далее. Но как бы вот это ядро, база умения писать качественный код без ошибок, она помогает в любом случае, и по моему опыту, э, спортивные программисты хорошо справляются с написанием каких-нибудь сложных систем. Ну, опять же, ну, видишь, это у меня такой странный исторический путь. Я сначала работал в финтеке, мы делали высоконагруженные системы всякие. Приходилось писать свои собственные специализированные базы данных, собственные системы передачи сообщений, чтобы под нагрузкой все это справлялось. Поэтому, то есть, приходилось какие-то не на... мне пока не приходилось, и в систему, с которой я работал, заниматься ядром, так сказать, системы, да, той частью, где критически важна ее надежность, производительность и так далее. Потом в Kotlin тоже мы делали, когда делаешь язык программирования, пишешь библиотеки, которым пользуются миллионы человек, тоже особые требования к надежности и качеству. И в таких условиях, по моему опыту, ну, навыки спортивного программирования скорее помогают. Вот. Но поэтому автоматом не значит, что любой спортивный программист станет хорошим промышленным программистом, так же, как совершенно не значит, что хороший инженер должен... То есть, если посмотреть все команды, с которыми я работал последние годы, ну, в них было очень много сильных инженеров, которые никогда не занимались спортивным программированием, поэтому суперинженеры могут писать классный код. И среди спортивных программистов тоже, ну, есть много людей, скорее все-таки положительная корреляция. Скорее, если человек добился успехов в промышленном, добился успехов в студенческих годах спортивных программ больших, обычно его ждет большой успех в промышленном. Да, если он каких-то не очень больших успехов добился, ну, как пойдет. Может, опять же, то есть повести, не повести. А что это за дивизионы? Ты упомянул, что ты между первым и вторым дивизионом. Расскажи чуть подробнее, о чем речь идет. Просто сейчас, вот в настоящее время, одна из самых крупных онлайновых платформ, где можно попрактиковаться в спортивном программировании, попробовать задачки, потусить, вообще попробовать свои силы, называется Codeforces. Давно уже делает Миша Мирзаянов. Это такая комьюнити-платформа, где проходят регулярно соревнования, регулярно какие-то задачки. Там и студенты тренируются, кто готовится к соревнованиям, и школьники тренируются, кому нужно. И здесь же есть такая интересная вещь, что в бигтеке, особенно в западном, почему-то очень модно на собеседовании давать задачки очень похожие на олимпиадные, всякие через платформу, всякие лид-код. Почему это мода, я не знаю, но тем не менее. Значит, вот, она есть. Поэтому иногда туда приходят и программисты, которым нужно готовиться к интервью, да, чтобы практиковаться. Ну и в этом легко есть в Codeforces. Есть просто, ты когда участвуешь, там есть типа Элла-система, похожая на шахматную Элла рейтинга, и зависит от этого люди делятся на дивизион. Начинается все с самого низкого третьего дивизиона, где все могут учить. Значит, второй повыше, первый самый высокий, чтобы, значит, первый дивизион участвовать, нужно иметь там рейтинг вот определенного. Вот. Ну и, соответственно, просто сложность задач отличается. То есть задачи третьего дивизиона, ну, почти все любой программист может решить. Может, не быстро, но может решить. Может, не все. Может, там пару самых сложных не сможет решить. Программист, который без специальной тренировки, да, но там первые несколько задач в третьем дивизионе сможет решить каждый без специальной тренировки. Опять же, может, просто скорости не хватит. Скорости надо тренироваться. Но во втором дивизионе там уже будет как первая задачка простая, а следующие задачки, значит,
потребует специальных знаний. Ну, а в третьем дивизионе там и первая задачка потребует специальных знаний, скорее всего. Ну вот, а остальные задачки во второй плане будут требовать, есть такой термин, есть такой интересный термин спортивной программы, профессиональная структура данных, когда это структура данных алгоритма, которая используется только в спортивном программировании. Вот. Ну, как любой спорт, он, естественно, со временем растает своими условностями. Но в отличие там от каких-нибудь шахмат и футбола, у спортивного программирования намного больше связей с реальностью, чем у любого другого спорта. Слушай, я попробовал попробовал себя в этом Codeforces, выбрал какую-то задачку, не задачку, а выбрал себе там какой-то тест, я так понял, из прошлых задач, там мне выдали 4 задачи, и дивизион 2 был указан, и я первую, вторую, третью решил, а четвертую решил, но, видимо, неправильно, потому что мне сказали, что время выполнения истекло, я там рекурсию решил, и она не прошла по... Вот у меня такой показатель. Но я помню, что то, как я написал эти программы, они действительно после того, как они были запущены, требовали бы колоссальных усилий. Не то что колоссальных, но определенных усилий, видимо, даже больших, чем я потратил на их имплементацию, для того, чтобы их дальше объяснить, описать, как-то документировать и привести в порядок. Потому что тот код, который я написал, он, конечно, окей для выполнения, но совершенно не окей для дальше понимания другими программистами. Так, да, это связано с спортивным программированием. То есть ты как бы из всего стека навыков программиста, естественно, спортивное программирование тестирует только твое умение писать, отлаживать код качественный и быстрый. Да, понятно, что все остальные навыки требуешь мышечного программирования. Спортивное программирование никак не проверяются, но при этом тут надо сказать интересный наблюдение, что сейчас жалко, с ковидом и вообще как-то мода. Раньше было очень много всяких соревнований крупных, которые компании проводили по спортивному программированию. Google проводил, значит, компания TopCoder проводила всякие онсайт-финалы. Сейчас это сначала ковид, потом, в принципе, там Big Tech начал экономить, и часть поддержки админ, то есть осталось поменьше всяких больших соревнований. И интересно было, знаешь, когда я еще помню времена, когда TopCoder проводил большие соревнования онсайт, и когда там финал проходил, там участвовало не так много людей в финале, кто проходил до финала, и можно было в режиме реального времени видеть, как эти люди пишут код. И интересное наблюдение, что если вообще-то, топовые спортивные программисты, на самом деле, прям реально, они, как ни странно, хотя, казалось бы, этого не нужно, вот казалось бы, спортивное программирование, писать понятный код и четко структурировать. Но когда ты наблюдаешь за лучшими, ты видишь, что у них как бы, когда у тебя в голове мысли структурно работают, у тебя код получается, значит, сразу красивый, понятный. То есть ты как бы сразу заметно, что вот этот человек, он чемпион, у него код получается как бы понятно структурированный. И интересное другое наблюдение, что скорость написания кода, особенно с промышленным тоже, но не зависит на самом деле от того, как ты быстро печатаешь на клавиатуре. Да, и про промышленное программирование вообще много исследований, что, печатается мало строчек кода, да, там программист там несколько строчек в месяц выдает всего, да, большую часть времени он думает. И то же самое с спортивным программированием, ровно то же самое. Видно, что основная разница между людьми, особенно с нескольких человек, это кто как быстро думает. То есть человек, который побеждает, он побеждает не потому, что быстро напечатал, а потому что он быстрее понял, как это все правильно. И опять же, кто смог это в понятном коде изобразить, у того больше шансов написать его корректно. Потому что если ты придумал какое-нибудь вот такое вот решение, и у тебя мысли запутались, у тебя и в коде каша получается, и которую ты сам, собственно, в этой каше просто запутаешься, не сможешь довести до рабочей программы, которая будет проходить тесты. А они же на соревнованиях участвуют обычно командами, то есть там несколько человек пишут код. Они пишут один и тот же код, или они разделяют задачи между собой, а потом собирают вместе? А соревнование вообще спортивное программирование очень, оно разное. То есть смотри, пока в школьниках, например, в школьных соревнованиях принято, вот как у тебя есть же всякие олимпиады по математике, по физике, по информатике, они из этой же серии. Это абсолютно индивидуальные мероприятия. То есть это просто как олимпиада по точным наукам. Не дети, значит, себя пробуют в разных дисциплинах и решают разные задачки, и совершенно индивидуально. В студенческие соревнования исторически сложилось, они командные.
И команды — это вот ICPC соревнования, в которых я как раз участвовал в студенческие годы, и которые провожу до сих пор в России. Они командные, это классно, что они командные, потому что это приближает чуть больше к тому, что тебе понадобится в реальной жизни, потому что когда ты работаешь командой, у тебя действительно там простые задачки обычно пишутся в одиночку, а сложные задачки — это уже парное программирование, это один человек пишет, другой смотрит на его код, помогает находить баги, вместе думать над решениями, то есть это уже такая существенно больше похожа на деятельность промышленную, и задачки становятся кратно сложнее. Но бывают при этом соревнования и для студентов, и для взрослых некомандные. Вот, например, те же самые корпоративные разные соревнования. То, что раньше Google проводил, Facebook, сейчас там и до сих пор еще проводит Яндекс, некоторые другие компании. Все эти соревнования, они обычно индивидуальные, которые компании проводят. То есть просто люди участвуют индивидуально. То есть я бы даже скорее сказал, командные соревнования, скорее какое-то исключение. То есть это вот ICPC принесло эту командную традицию для студентов. И благодаря ICPC появились и школьные командные соревнования. Но это скорее исключение, скорее большая часть спортивного программирования — это индивидуальные соревнования. Тоже Code Forces, там ты индивидуально участвуешь, получаешь, зарабатываешь индивидуальный рейтинг. Большая часть проводящих там соревнований абсолютно индивидуально. Как они пишут группой, если их 4, например, в команде? Как можно вчетвером писать код, глядя в один экран? Ну, смотри, там, как бы в ICPC сейчас по трое, очень давно, кстати, было 4, потому что ICPC началось еще во времена... Почему, кстати, все это же, на самом деле, интересно, это же ICPC, это очень древнее соревнование. Оно еще было во времена перфокарты дорогих машин. Просто машин было мало желающих поучаствовать, много, поэтому пришлось их объединять в команды. Нет хорошей жизни. И традиция прижилась. А сейчас в современном мире команд стали поменьше. И опять же, они стали поменьше не 4, а 3 тоже по каким-то там историческим соображениям. В какой-то момент денег, что ли, не хватило пригласить, значит, всех. И я не помню вот эту конкретную историю, почему команда стала 3 человека. Но сейчас традиция 3. Там, так как задача достаточно сложная на ICPC, то нормально хватает одного компьютера, потому что пока один... Вначале все делят и читают задачи с разных мест. Кто-то с конца, кто-то с середины, кто-то сначала. Кто первый нашел простую задачку, садится и быстро пишет. Пока он пишет, остальные дочитывают остальные задачи и придумывают решения для сложных задач. Пока кто-то пишет задачку там следующую, опять же, там есть более сложные задачи, над которыми надо подумать. А когда ты доходишь до решения совсем сложных задач, то и кода становится много. То тут очень, опять же, в спортивном программировании, ну, это на самом деле то же самое, что в промышленном. У тебя очень большая пенальти за ошибки. Да, то есть пока ты пишешь без ошибок и с первого раза сдаешь, ты молодец. Как только ты очень большая потеря времени, вообще в спортивном программировании ты очень четко понимаешь, насколько дорого отлаживать код. Дорого, в смысле, потрачивать время. Больше времени то же самое, большую часть времени у нас уходит на поддержку, на отладку, на поиск багов, да. Больше времени как-то размазывается в общее рабочее время, заметно. В спортивном программировании прям вот очень сильно чувствуется, что если ты написал без ошибок, супер. Как только ты допустил ошибку, и тебе надо читать код, а еще, не дай бог, лезть в отладчик, это все. Это ты потерял существенно больше времени, чем ты еще потратил на все остальное. Поэтому в спортивном программировании для победы очень важно с первого раза желательно написать код без ошибок. А если уж допустил ошибку, быстро найти. И поэтому для более сложных задач очень важную роль приобретает парное программирование. Это просто вот в промышленном программировании тоже известная такая практика. Ее просто редко используют, ее используют там, где нужно получить очень качественный код. И на тему парного программирования есть много исследований в промышленном сеттинге, что это методика, которая позволяет повысить качество софта до уровня, недостижимого другими методами тестирования и контроля качества. Интересно, почему? А хрен знает почему, как бы, да, значит, да вообще на тему качества софта много интересных исследований. Понятно, что, например, ну, потому что вот у тебя один человек пишет, другой смотрит, и один человек ошибается, опечатывается или какое-то положение верно, а другой сразу замечает. И поэтому у этой методики тоже есть, сказать, свой предел, да, даже пара человек в парном программировании все равно будут совершать сколько-то ошибок, да, у них будет все равно ситуация, когда они одновременно пропустят ошибку. И есть сеттинги, когда ты не можешь себе позволить даже такой рейд ошибок. Известная же история про то, как писали систему управления шаттлом, полетный компьютер. Там была история в том, что люди... надо было очень высокую степень надежности, потому что, собственно, от полета компьютера зависело все.
да, потому что ну, это слишком сложная штука, ее нельзя управлять просто, не может просто человек управлять, да, ты должен абсолютно надежно быть полезный компьютер, который управляет. И требования целевые надежности его были такие, которые превосходили все известные на тот момент методы поиска багов, ну и написания кода без ошибок. То есть все равно, как бы, если взять, сколько бы ошибок там было, это был неприемлемый большая величина. А там требовалась какая-то дикая надежность. Я не помню, как это, сколько девятый в нем. И в итоге они сделали вот что. Они взяли одну спецификацию на этот полетный компьютер, и было 3 группы программистов, каждый из них независимо написал по этой спецификации реализацию. Вот. А потом была совершенно аппаратная такая штука, которая там голосование, значит, выбиралось, все 2 полетных компьютера говорят, значит, одно и то же, значит, делаем. Почему эта штука была максимально простая? В ней как бы надежность была чисто физическая, а весь код софтвер, он был написан 3 независимыми группами. То есть это было не одно устройство, копия. То есть проблема была не в надежности железа, и что нам нужно было держать 3 копии железа на случай отказа одного. Была проблема, что мы не можем стандартным средством тестировать достичь надежности софта без багов, поэтому у нас 3 группы программистов написали. Вот. И тот анализ, который они тогда провели, говорил о том, что это позволяло им достичь, ну, заданной спецификации степени надежности. Но на самом деле, в этой истории есть продолжение. Уже в современном мире люди перепровели анализ надежности вообще шаттла исходного, современный метод анализа исхода современности. И выясняется, например, что запуск первого шаттла, несмотря на то, что те, кто запускали, считали, что у них вероятность там успеха превышает 99%, на самом деле не превышала 75%. Вот. И в том числе благодаря тому, что, например, когда они оценивали надежность полетного компьютера, они считали, что ошибки, сделанные разными группами, не коррелируют между собой. Это не так. Есть масса исследований, которые говорят, что люди имеют тенденцию совершенно независимо допускать ошибки абсолютно одного типа. И поэтому нельзя считать, что если у тебя 2 группы программистов по одной спецификации пишут код, что у них ошибки будут в разных местах. У них будет очень высокая степень корреляции, вероятность слишком очень большая, что они в одном и том же месте ошибутся. Интересно. Слушай, я когда проходил эти свои тесты на Codeforces, он мне совершенно не сообщал о том, где ошибка в моем коде. Я отсылал свой код, он ждал несколько секунд и говорил мне, тест номер какой-то 14 не прошел. Я что-то менял в своем коде, отправлял новую версию, он мне говорил, тест номер 5 не прошел. И я с какой-то там 3-4 попытки в итоге получалось у меня. Но мне было крайне некомфортно и непривычно работать в таких условиях, потому что в реальной жизни мы видим все-таки, почему тест не прошел и какой тест. Вопрос первый. На соревнованиях также происходит все? И вопрос второй... не слишком ли это некомфортно для программиста, не приводит ли это в тупик людей в большинстве случаев? Ну, во-первых, давай так, на большинстве в школах обычно не так только в школьных соревнованиях, то есть обычно более подробно, что пошло не так, рассказывают только детям. А когда ты уже взрослый, уже можешь сам найти, понять, где у тебя, но ты взрослый спортивный программист, а понятно, что когда-то, да, если ты первый раз для тебя спортивный программист, это очень непривычно, это очень отличается, вот. И это навык, опять же, особенный, который коррелирует с тем, что нужно жизнь, то есть умение самому понять, где у тебя ошибка в коде, да, то есть тебе говорят, код неправильный, но тебе не говорят, да, тебе нужно самому придумать тесты, то есть это тебя в каком-то смысле учит, на самом деле тоже учит важному навыку, самому писать тесты к своему коду и придумывать граничные случаи, на которых у тебя может быть проблема. То есть обычно ты как делаешь? Ты, если такое происходит, ты либо по коду смотришь, ищешь, где у тебя баг, либо если не можешь найти в коде, находится у тебя баг, начинаешь придумывать тесты, которые ты можешь сам посчитать каким-то способом. И доходит, например, для сложных задач, что люди вообще... То есть такое понятие, например, в спортивной программе, стресс-тестирование. Это когда ты написал какой-то алгоритм, который должен... Там же проблема в спортивной программе, что часто еще тебе сложность не в том, чтобы решить, просто написать правильный ответ, а правильный ответ, чтобы программа находила за заданное время. Потому что эффективный алгоритм написать. И у тебя может быть так, что эффективный алгоритм очень сложный. Ты его написал, и он вроде иногда работает, иногда нет. Ну или ты не уверен в нем. Поэтому есть такая концепция стресс-тестирования, когда ты пишешь еще одно решение, которое не такое же эффективное. Оно, может быть, не работает на больших тестах, но зато ты сможешь на разных маленьких тестах сравнить свой эффективный алгоритм с ответом этого неэффективного алгоритма и понять, твой эффективный алгоритм еще корректен, он подает сюда правильный ответ или нет. Интересно.
Ну, что у меня был именно такой случай. Я 3 задачи, как я тебе сказал, решил, а вот 4-ю я решил, придумал алгоритм какой-то свой, понимая, что в лоб решение будет неэффективным, и пытался его, пройти через тесты, но тесты не проходили. И я не мог понять, почему. Тогда я его отложил и решил рекурсивным способом в лоб, то есть, ну, явно долго. Оно прошло, видимо, но сама эта система сказала мне, что на последнем тесте, который, видимо, большие данные предоставляет, по времени мы не уложились. И вот ты действительно прав, что я не понимал, почему мой первый алгоритм не работал, и нужно было, как ты говоришь, действительно сравнить, может быть, их между собой. Но у меня не осталось времени. Обычно в таком случае, что делают специальные программисты, да, пишут программку, генерируют случайные тесты, запускают оба решения, которые быстрые, но с ошибкой, и медленные, но которые точно правильные, потому что нам глупое тупое. Там сложно ошибиться. Находят тест, небольшой тест, на котором между ними разница, после этого разбираются, в чем же ошибка в эффективном решении и как ее исправить. Это все нужно уложиться в 2 часа. Мне, по крайней мере, 2 часа дал код Forces. И вначале казалось, что времени очень много. Вначале мне казалось 2 часа. Я думал, я за 15 минут должен все это решить. А потом времени становилось все меньше и меньше. Я едва-едва уложился. И я стал понимать, насколько это сложно для людей, которые еще и в стрессе находятся. Это же все происходит в какой-то группе, я так понимаю. Зал большой, да? На спортивном... Здесь, опять же, все-таки в серьезных соревнованиях с залом, там, с камерой, с светом и зрителями все-таки участвуют люди уже тренированные, поэтому, ну, привыкание к стрессу — это одна из тоже навыков, которые необходимы. И это, опять же, помогает дальше в жизни. То есть у тебя, опять же, те, кто добивается успеха в спортивном программировании, добиваются благодаря комбинации качеств. Это умение учиться, умение, усидчивость, умение, значит, над чем-то долго работать, изучать, потому что требуется много. Умение писать хороший код, выдерживать стресс. Все эти качества, они нужны им в работе, поэтому корреляция очень большая, если люди достигли. То есть успеха, в принципе, такое хорошее подтверждение, что, скорее всего, с большой вероятностью люди успеха и достигнут в промышленном программировании, потому что тебе на работе тоже нужно к стрессу устойчиво. Особенно если ты работаешь над серьезными системами, технические сроки и так далее, тебе нужно быстро находить, придумать решения, да, задачи другие, да, у тебя там не 2 часа. Хотя бывает ситуация, что у тебя система упала, и тебе нужно, знаешь, за как можно быстрее найти, где баг, исправить и успеть задеплоить на продажу. Такое в моей жизни тоже было. Моей тоже. Ты перечислил много качеств, но не указал совершенно талант. Он здесь не нужен? А, Слушай, я не знаю про талант. Про талант — это какая-то холиварная тема. Ну, я не то, что прям верю в талант. То есть, с одной стороны, ну, какие-то явно есть у людей разных предрасположенностей к разным областям. Да, есть у кого-то там супер музыкальный слух, у кого-то, то есть люди... На эту тему есть какие-то исследования, не конклюзив. То есть какие-то исследования говорят, что да, вроде есть какой-то врожденный талант у людей. То есть, другие какие исследования это опровергают. Хрен знает, да, нужен ли прям какой-то к этому талант. Но где-то действительно то, что я наблюдаю в людях, что где-то вот в школьные годы у людей неизвестно из-за врожденной ли этого таланта или из-за того, что они попали в какую-то среду. У людей возникает какое-то предпочтение. Вот есть люди, которым интересно там, точно науки, математика, программирование этим интересуются, занимаются. Если они этим занимаются, у них начинает хорошо получаться. Нужен ли поэтому какой-то талант или просто нужно, чтобы тебе стало интересно, и ты много. Потому что как другой день, ну, это много тренировки надо, да, ну, и просто даже программировать тоже это сложная вещь, нужно много чего знать, много изучить, да, просто даже к черту спортивное программирование, просто чтобы пойти работать программистом, писать код. Требуется много знаний, которые надо потратить много времени на получение, много практики. Значит, нужно, например, какой-то талант, либо просто надо много на это времени потратить, да хрен его знает. А было бы полезно практиковать себя на этом Code Forces для программиста, который не собирается участвовать в соревнованиях, а просто является программистом, например, начинающим в возрасте 30 лет. Таких много, как ты наверняка сам знаешь. Многие люди приходят в IT уже позже, не со школьной скамьи, а когда им 30, а бывает даже 40 лет. Может быть, им стоит туда пойти, в этот Code Forces, и начать с 4-го дивизиона, как ты сказал, и потихоньку подниматься вверх, просто по вечерам, по 2-3 часа практиковать это? Я бы и рекомендовал бы, непонятно, нужно ли каждый вечер по 2 часа, если ты, то есть, ну, каждый вечер по 2 часа это нужно, если ты действительно хочешь в спорт серьезный, да, то есть там, побеждать на соревнованиях. Там нужно очень много тренироваться каждый день, как, собственно говоря, в любом спорте, да, чтобы достичь успехов, нужно там тренироваться ежедневно, по много. Но, кажется, в каком-то разумном масштабе участвовать в каких-то соревнованиях или задачке полезно будет любому программисту, тем более начинающему. По многим причинам. Одна из причин — просто так устроена индустрия. Во многие компании так или иначе тебе при
поступлении при собеседовании тебя будут спрашивать на основе алгоритмов и будут задавать какие-то задачки на код, где ты должен интервьюеру показать, что ты можешь быстро сообразить, быстро найти баги, быстро написать код. И это тот навык, который спортивный тренер помогает тебе отточить. Да, то есть умение быстро разобраться, что от тебя хотят, быстро написать, быстро. Потому что это обычно то, что проверяют на собеседовании. Вот парадокс, да, на собеседовании тебя никто не проверяет, можешь ли ты писать код, который потом хорошо смогут поддерживать другие программисты, потому что очень сложно проверить на собеседовании. Это то, что выясняется потом в работе. А как раз на собеседовании немножко другое проверяют. Проверяют то, что могут проверить. И это как раз то, что ты можешь натренировать, решая задачки спортивного программирования. Это как раз такой хороший инструмент. Плюс вот это вот давление по времени. Сейчас спокойнее чувствовать, когда счетчик тикает. Да, я знаю, я просто видел много собеседований, проводил в своей жизни сотни, и вижу, как людям без опыта им некомфортно, что у тебя вот у нас обычно час собеседования, и видно, что людям, если у них опыта нет, то им становится некомфортно, их это давление по времени, они, может, молодцы, они, может, даже знают, но из-за вот этого тикающего счетчика, значит, начинает путаница в голове, и просто попрактиковавшись в обстановке, когда у тебя тикает счетчик, когда, значит, надо четко все сделать, оно помогает, добавляет себе уверенности, мне кажется, полезно любой человек, особенно в начале карьеры, когда ты еще, у тебя нет опыта, потому что как ты можешь опытом взять, да, то есть у тебя же есть резюме, ты опытный программист, тебя, может, уже возьмут просто посмотреть на твой опыт, хотя тоже не все компании, есть компании, которые, невзирая на опыт на твой, все равно тебя заставят порешать задачки, и тоже в этом плане опыта будет полезно немножко тренироваться, даже если ты не хочешь идти в спорт, как спорт не интересен, ты не хочешь никакой спортивной программирование. А может быть, можно просто накачать себе профайл на этом Codeforces и принести его на резюме, на интервью? Как ни странно, я ни разу не видел компании, чтобы... Я знаю, что есть компании, которые брали без интервью в свое время, многие Big Tech брал без интервью чемпионов, но чемпионов соревнований, где известно, что ты не можешь накачать. То есть ты в ICPC в финале поучаствовал, тебе там типа зеленый свет. Вот, у тебя сразу типа оффер. Но потому что все знают, что ICPC это организация, которой можно доверять, то ты не можешь там что-то подмухлевать, кого-то подкупить и так далее, как ты себе накачать результат. Вот. Я ни разу не видел, чтобы по рейтингу на Codeforces кого-то нанимали, как-то это вообще учитывали, вообще ни разу. А это хорошо или плохо? Может быть, стоит? Нет, я считаю, что нет, считаю, что не стоит. Считаю, что как раз вообще не стоит, как раз, да и все даже на равных условиях. И не стоит, потому что какая разница, как я научился? Может, я не участвовал на Codeforces, может, я просто как бы умею хорошо программировать. Может, мне просто интересно, я не знаю. Я, опять же, знаю много топовых инженеров, которые никогда ни в спортивном программе не участвовали. Они занимались другими вещами. Они знают контрибьютить в open source проекты, писали pet project. Они по-другому, другими способами набивали себе руку в программировании и стали суперинженерами. Как бы зачем мне их отсекать на собеседовании? Да, я хочу на собеседовании, когда я понимаю человека, понять, умеет ли он программировать. Да, умеет ли он как бы быстро, в том числе при время, решать, писать полигон, ходить в нем паке, структурировать правильно свои мысли. Вот это я хочу проверить. А как он этого научился ли он это через спортивный программ, научился ли он это другим способом, мне не важно. Важно, чтобы у них навыки были. Ну, смотри, ты хочешь его проверить, умеет ли он программировать. А он тебе скажет, зачем вам тратить на меня целый час, посмотрите мой профайл на Codeforces, я решил там 100 задач за последние полгода. Зачем вам давать мне 101-ю задачу? Посмотрите на 100 уже решенных. Нет. Потому что Codeforces это онлайн-платформа, там легко поджульничать, то есть как бы нет. Слушай, я пытался поджульничать, тебе расскажу, вот опять же свою историю. Я решил 3 задачи самостоятельно, 4-ю задачу у меня решить не получилось, я решил подключить чат GPT. Я отдал этому чат GPT задачку, поскольку все в онлайне происходило, скормил ему эту задачку, он дал мне сразу же решение, я это решение вставил туда, мне сказали, оно не проходит. Я даже не стал вникать, как он его решил, эту задачу, потому что он написал мне много кода, совершенно непонятного. Я сказал ему, говорю, не проходят тесты. Он говорит, нет проблем, я тебе сейчас все исправлю, и дал мне другой кусок кода. Я его опять вставил. Ну и результат был тот же самый. Я бросил эту попытку, понял, что чат GPT никак не помогает в данном случае. Хотя много было статей о том, что он решает задачи и справляется. Ну вот я практически увидел, что не смог. Нет, он может справиться только с очень простыми задачами. Типа в первой задаче счета дивизиона, когда у тебя прямо в условии написано, что делать, он может это достаточно четко перевести на код, тот язык, который тебе нужен. Вот с такими задачами. Когда нужно придумать именно, не запатомачить из стандартных алгоритмов, да, то есть если, опять же, задачка будет на стандартный алгоритм, где четко в один шаг, он тоже справится. Если надо сделать уже двухходовочку, то чат GPT не справится, просто потому в силу
специфики, что он решает проблему one-shot способом, да, то есть автоматчик, без какого-либо мыслительного итеративного процесса. А, собственно говоря, у тебя решение задачки, почему ты на сложные задачки тратишь много времени, чтобы придумать решение? Потому что это итеративный процесс, ты в голове прокручиваешь разные варианты, разбираешь на шаги и так далее. Для этого нужны, системы уже следующего поколения, которые тоже надо сейчас делать, просто из коробки пока нет, которые умеют именно вот итеративно процесс решения делать. Ну, например, Google недавно, они же в итоге сделали систему, которая умеет геометрические задачки решать, не из спортивного программирования, а из олимпиад по геометрии. И это именно система компьютерной алгебры, которая пишет доказательства, и в ней нейронка исключительно нужна для того, чтобы придумывать ключевых местах гипотезы и пытаться, давайте вот эту штуку доказать. Может быть, вот здесь, может быть, надо пойти туда. И опять же, не с первого раза, то есть она перебирает огромное количество этих гипотез и вариантов с помощью нейронки, чтобы найти тот самый пункт доказательства, который приводит к решению геометрических задач. И она справляется, она на уровне международных олимпиад по геометрии работает. Это прям очень сложная система. А кто пишет эти задачи для Codeforces, например, или для LeetCode? Слушай, там есть комьюнити, те же самые спортивные программисты, то есть это все люди, которые сами что-то добились, имеют какой-то рейтинг, там есть комьюнити, соответственно, они и подрабатывают там за задачки, какие-то деньги платят на Codeforces. То есть это люди, которые какой-то рейтинг имеют, и они же, собственно говоря, пишут задачи для других участников. То есть когда ты в этом крутишься постоянно, тут важно, да, чтобы у них хорошие задачки, нужно постоянно в этом крутиться, нужно понимать тренды, что новое, что интересное. То есть ты сам, когда постоянно решаешь, ты как бы можешь, и у тебя начинают возникать идеи, как задачки придумать. Вот. Но для международных соревнований тоже, для всех крупных, серьезных, есть тоже жюри. Обычно в жюри привлекают, собственно, тех самых спортивных программистов для придумывания задачек. Что значит тренды? Ты хочешь сказать, что задачи десятилетней давности — это не то же самое, что задачи сегодняшние? Вообще, тренды каждые 10 лет очень... Тренды есть тренды, да. Как вот прям серьезно. Как, знаешь, у тебя в фигурном катании меняются фигуры разные, и как их оценивают. Так же в спортивном программировании. То есть задачки, которые, значит, были там 20 лет назад в моем детстве, 20-30 лет назад, уже сейчас это все, они либо смешные, либо неинтересные. А наоборот, сейчас есть подходы, алгоритмы, существование которых я даже не знал 30 лет назад, и некоторых из них и не существовало тогда. А какой-нибудь пример можешь так из головы привести? Пример тебе приведу. Ну, правда, это уже ушедший тренд, да, такой тренд был лет 10 назад, сейчас это уже на спад пошел. Ну, просто интересно, например, как тренды меняются. Значит, например, в моем детстве, в 90-х годах, когда я школьником, потом студентом, в конце 90-х, вообще не было, мало что было известно про алгоритмы настолков. Самый сложный алгоритм настолков, который мы изучали, был алгоритм Кнута-Мойса Пратта для поиска подстроки, который там и все. На этом все останавливалось. И, соответственно, практически не было чего-то интересного, каких-то таких задач. Ну, Бор мы знали, да, могла появиться задачка. А потом, вдруг неожиданно, в начале 2000-х появился интерес к такой теме, как биоинформатика. И интерес к биоинформатике породил совершенно плеяду новых алгоритмов, которые до этого просто люди придумали, как эффективно решать сложные задачи над строками, решения которых раньше вообще не знали. Придумали они в прошлой жизни, потому что когда стали геном секвенировать, значит, появились эти огромные многомиллионные строки, в которых надо подстроки искать, матчи, там искать штуки, которые похожи и так далее. То есть куча задач появилась на быструю работу с большими строками. Был напридуман вагон всяких там суффиксных автоматов, как их эффективно строить и так далее. И было время, когда это было популярно, даже в спортивном программировании задачки там на суффиксных автоматах появлялись. А потом как-то из моды вышло, сейчас уже ты, например, задачку на суффиксные автомат не встретишь. Сейчас. То есть для того, чтобы мне быть готовым к соревнованиям, мне нужно знать о том, что есть суффиксные автоматы, понимать, как они работают, где-то это прочитать. Один из многих десятков типов алгоритмов, которые ты должен знать. То есть, как бы, этих классов разных алгоритмов, которые ты должен знать, огромное количество. А при разработке Kotlin у вас в команде участвовали ICPC или просто спортивные программисты? Да, у нас в команде Kotlin достаточно много было людей с прошлым спортивном программировании, то есть которые на разных уровнях. Кто-то в студенческие годы участвовал, просто участвовал, там уже на уровне вуза, но никуда. Кто-то участвовал в региональных, были у нас и работали финалисты, которые
доходили до финала до соревнований, то есть совершенно разного калибра, но при этом были много классных инженеров, которые никогда в спортивном программе не участвовали, и вообще тоже огонь ребята. То есть вот как раз хороший пример, что не спортивный программер, одним решился мир промышленного программирования. Ну, а полезны эти знания при разработке, например, языка программирования? Ну, смотри, тут вопрос, что такое разработка? Да, разработка языка программирования, тут, надо сказать, у разработки языка программирования есть две стороны. Одна — это дизайн, а другая — это реализация, да. И они полезны, конечно. Причем, и как ни странно, история другая. Они и по дизайну полезны, потому что спортивное программирование — это такой интересный класс, заставляет тебя несколько по-другому посмотреть на то, что ты хочешь от языка, если хочешь, чтобы было удобно программировать сложные вещи. Есть некая польза в дизайне. Но и реализация тоже полезна, потому что, да, ты сталкиваешься, там бывают сложные вещи, где нужно уметь качественно написать код, найти баги, разобраться в сложных кодных кейсах. Опять же, можно этому научиться и без спорта. То есть, опять же, не устаю повторять, что не значит, что ты должен быть спортивным программистом. Да, эти же знания, умения можно получить другими способами. Массы. Это очень мне напоминает логику рассуждений о высшем образовании. Многие также говорят о нем, как ты сейчас, о спортивном программировании, говорят, высшее образование — это, конечно, замечательно, но мы знаем массу инженеров, которые никогда не заканчивали вуз, но при этом они замечательные. Отсюда к тебе вопрос: ты к высшему образованию как относишься? Как к необходимости? Смотри, все правильно. Просто смотри, тут важна система. Высшее образование — это система, которая тебе позволяет массе людей проводить, в каком смысле заставлять получать какие-то знания. Да, ты можешь без высшего знания получить. Но если бы не было высшего образования, у тебя не было вот такого бы количества этих самых инженеров, которые знания обучены. То есть вероятность, что люди сами там пойдут что-то, она на самом деле очень мала. Но у многих не хватает мотивации, их нужно заставлять, структурировать и знания давать. Высшее образование — это система, которая таких людей производит с этими знаниями. Спортивное программирование в каком-то смысле — это тоже такой механизм мотивации, потому что многие дети в школе и в вузе очень соревновательный дух имеют. Их мотивирует процесс соревнования, да. Спортивное программирование таким людям с особо сильным этим духом — это стимул для них заниматься. Если бы не спортивное программирование, они бы, я не знаю, в онлайн-игры бы играли, или какой-нибудь другой херней бы занимались, у них не было бы мотивации. Может, им не интересно просто учиться, да, у них по-другому голова устроена. Может, им вот только... Есть люди, которые только вот этот соревновательный метод мотивируют. Это тоже, в каком смысле, система, которая позволяет вот подмножеству людей заинтересовать в чем-то конструктивном. Смотрите, вот можно соревноваться, решая задачки. И тем самым у них появляется мотивация изучать, тренироваться, программировать. Понимаешь, ну как бы, а что еще тебя заставит как бы каждый день по много часов писать код, когда ты вообще студент? Я понимаю, ты уже взрослый человек, тебе работать надо, это работа твоя. Ты студент, как бы, и часами пишешь код. Что же еще у тебя в голове должно, что должна быть за мотивация? Да, вот спортивное программирование — это одна из механизмов замотивировать людей этим заниматься. А дальше, написав тысячи и тысячи, миллионы строк этого кода, ты становишься хорошим инженером. А как ты относишься к соревновательности уже внутри компании? Следуя твоей логике, возможно, стоит организовывать внутри фирмы тоже определенные соревнования, чтобы людей как-то заставлять или мотивировать? Ну, я здесь очень хорошо отношусь, и в том числе внутри компании. То есть здоровая конкуренция как бы очень хороша как в бизнесе, когда компания, так внутри особенно больших компаний, она не нужна, иначе большие компании загнивают и превращаются. Нужно, конечно, соревноваться, нужно и конкурсы устраивать, и должно быть соревнование там между разными подразделениями за какие-нибудь успехи и так далее. А потому что мы здоровы, это честно. Да, мы должны честно соревноваться за успехи без там вот этого подсидеть кого-нибудь и так далее, поставить подножку, значит, день. Когда соревнование, здоровый дух этого соревнования, это только на пользу. Ну, я легко могу представить, что такое здоровый дух в ICPC. Все сели, всем по 2 часа, вот вам задание, жеребьевка, поехали. Здесь все совершенно очевидно, судьи даже не нужны, потому что в конце компьютер все проверит. А как организовать такую честную конкуренцию или здоровую конкуренцию внутри компании, когда не очень понятно, кто что делает, у каждого своя задача, они явно тяжело сравнимы, эти задачи. Как в конце месяца или в конце года определить, кто победил? Ну, слушай, в бизнесе действительно очень сложно, и существуют разные способы в бизнесе организовывать, да, то есть у тебя на уровне разных, если у тебя очень большая организация разбита на бизнес-юниты, у тебя есть, будут очень часто банально соревнования явно или неявно происходят по финансовым успехам, какой бизнес, ну, как бы показывает финансовые результаты лучше, там просто или так далее, какие там нужны, тому и больше инвестиций, больше внимания.
Да, бизнесы, которые не показывают, значит, загибаются, те закрывают. Но это позволяет большим компаниям расти и жить долго, а не оказываться, ну, потому что благодаря вот этим вот того, что мы эффективной части компании поощряем, они эффективно отстреливаем, поэтому многие крупные компании удается выживать там десятилетиями, перерождаясь, несмотря на изменения технологические тренды, находить себя и так далее. Если бы этого не было, если бы это было просто без никакого внутреннего соревнования, сверху управляемая машина, хрен, давно, скорее всего, умерли. Просто потому что, ну, где-то вот благодаря этому соревнованию ты можешь выявить те самые ростки, которые в данной ситуации будут работать лучше. Вот, у тебя всегда есть соревнования даже внутри команды, у тебя если есть команда программистов, да, у каждого программиста свои задачи, но в каком-то смысле тебя дальше приходит руководитель, оценивает, кто как хорошо поработал. Фактически это ведь то же самое соревнование, да, кто больше выдал работы, лучше, тот и молодец, тот и плюшки получит. Да, причем как раз, когда у тебя маленькая команда, вот это очень хорошо видно в сравнении, даже если у всех были разные задачи, все равно видно. Ну, тяжело привязать программиста к этому большому финансовому успеху. Он же скажет, я всего лишь программист, причем джуниор-программист. Как я влияю на эти большие показатели? Это там пусть менеджеры большие спорят деньгами, а я хочу увидеть, вот чем я лучше, чем сосед-программист по столу. Мы два джуниор-программиста, целый год проработали. Оцените нас. Программисты тяжело, конечно, особенно если надо при разные задачи, да. Тут неизбежно вот проблема. Но, опять же, при прочих равных обычно разница между людьми заметна все равно. Я сколько работал в команде, все равно ты видишь, что, значит, вот у тебя один сотрудник зажигает, как бы проявляет инициативу, берет задачи классно, а другой что-то как-то... И часто это, причем, как ни странно, это даже не влияют так называемые софт-скиллы, да. Он может быть и умный, но вместо того, чтобы пойти спросить, засел за проблему на месяц, ковыряется в ней сам, поднял руку, что надо помочь. В итоге получается, что все там кучу задач закрыли, а он над одной ковырялся месяц. Слушай, а если вот сравнить твой опыт в JetBrains и в Яндексе? Я так понимаю, в JetBrains был больше R&D, а в Яндексе ты ближе все-таки к продакшн. Правильно я понимаю? Ну, слушай, ну нет. Отличие... Я в JetBrains мы тоже делали продукт, прямо вот продукт, который... Только мы совсем другой продукт делали, да, то есть мы JetBrains делает инструмент для программиста, а Kotlin — это вообще компилятор. То есть у него релизный цикл — это мы там делаем релиз раз в несколько месяцев, большой релиз 2 раза в год. То есть это много кода, много планирования тоже, что как делать, но это такая разработка, значит, совсем другая, например, когда ты поддерживаешь серверные системы, которые могут там развалиться, у тебя их надо эксплуатировать, то есть другой подход тестирования, другой ритм работы, да, и я вот делал такие серверные системы больших, 15 лет своих до JetBrains как раз, и вернувшись в Яндекс, я в каком смысле вернулся к истокам, то есть я теперь снова работаю в среде, где большая часть программистов — это бэкэндеры, большая часть сложности — это бэкэнд-системы, которые надо постоянно эксплуатировать, поддерживать, мониторить, следить. То есть для меня вот эти все вещи снова стали выходить на первый план. Там, мониторинг эксплуатации, что, например, пока я писал на Kotlin, это все было из другого мира, как бы забытые какие-то слова. А что больше нравится? Ну, R&D или продакшн? Хотя я все равно называю Kotlin R&D, потому что... Нет, Kotlin — это тоже продакшн, просто другой, да, то есть нет, никакой не это тоже продакшн, просто он разный. Я не знаю, что больше нравится. Сложно сказать. Сложно сказать. Интересно, у меня просто вот я в ВУЗе давно, с года 2005 преподаю студентам курс по распределенному параллельному чтению. И там 2 семестра. Один семестр — это конкурсия на многоядерных системах, а второй семестр — это distributed программирование, когда у тебя, значит, уже мастера, машины тролливали. Интересно, что пока я работал вот раньше в финтеке, в компании DevExpress, у меня ни того и другого. Почему я читал этот курс и начал работать в DevExpress? Потому что и то, и другое было важно. И конкурсия было важно, мы писали быстрорушную систему, где надо было многоядерных быть эффективно. И это была распределенная система. Тоже это было важно. Потом я ушел в JetBrains, где вот эта часть про конкуренции осталась очень важной и полезной. Мы много чего делали, всякие библиотеки для конкуренции и так далее. А вот эта вот дистрибьютор часть как-то ушла на второй план. Вообще никакого применения к работе не имела. А теперь я пришел в Яндекс, тут скорее обратная ситуация. Тут конкуренция скорее как бы...
очень редко возникают какие-то задачи с конкуренции, а вот сложности того, что пишешь дистрибьютор системы, они прямо каждый день. Преподавать нравится тебе? Вот ты сейчас упомянул преподавание, я хочу про это спросить немножко. Преподавание тебе, как оно тебя воодушевляет, мотивирует, или ты это выполняешь для галочки? Какая история с этим? Да, и я сам начал. Почему я начал преподавать? Я начал преподавать в 2005 году, потому что стал сталкиваться на работе с concurrency и сложными дистрибьютор. Стал пытаться понять, что это. Нашел учебники, нашел целый пласт науки на эту тему. И понял, что есть некая наука, а студентов этой науки никто не учит. То есть у нас, я вижу, что на практике эти проблемы, в науке есть к ней решение, есть своя наука, что с ними делать, но получается, мы изобретаем велосипед. И надо, это те знания, раз это есть, это базовые научные знания, надо, чтобы их уже студенты вообще знали, вуз для того и нужен, чтобы эти знания давать, чтобы потом уже не переизобретать велосипед, уже дальше это практические аспекты. Я, исходя из этого, начал преподавать. Ну, а потом со временем втянулся и понял две вещи, что, во-первых, мне, в принципе, нравится работать со студентами, потому что позволяет не превращаться в старого деда, который оторван от молодежи и не знает, что происходит. То есть это позволяет держаться вообще в курсе всего происходящего, во-первых. Во-вторых, это отличный способ заводить знакомства, узнавать хороших ребят и в будущем помогает при найме, при чем угодно, как бы, да, то есть это такой хороший механизм, именно поддерживать контакты. И с тех пор, в общем, мне вот эти два аспекта скорее вышли на первый план. То есть началось это потому, что я хочу вот это знание, чтобы люди знали, кончилось тем, что это классная вещь, мне очень нравятся вот эти аспекты преподавания. То есть это не ради заработка? А нет, я как бы там, ну, я работаю, ну, не то что на общественных началах, но там зарплата по сравнению с моей зарплатой, которую я, значит, получаю на работе, это какое-то малое, значит, вот. А как ты думаешь, так должно быть, или это какой-то недостаток конкретно нашей системы образования, или конкретного вуза? Сколько может быть минимального преподавателя. В принципе, по идее, если бы человек, который преподает профессионально в ВУЗе хорошо и занимается этим full-time, ну, должен, если вряд ли он сможет, вряд ли экономически возможна ситуация, когда он будет зарабатывать так же, как, значит, у тебя в индустрии люди зарабатывают, но тоже какие-то сомнительные деньги зарабатывать, да, то есть, иначе кто будет учить-то тех самых программистов, которые потом должны работать? То есть не должно быть ситуации, когда тебе ради того, чтобы пока надо идти, условно говоря, работать в программистом ради того, чтобы прокормить семью, если на самом деле тебе нравится преподавать, и ты видишь, что это призвание. Есть люди, у которых прям призвание, есть люди, у которых получается очень хорошо учить, да, то есть, опять же, здесь у каждого свои таланты. А если бы тебе ИТМО платил столько, сколько платит Яндекс, или даже, может быть, чуть больше, ты бы бросил индустрию и пошел бы полностью преподавать? И для меня преподавание скорее хобби, чем для меня лично. Мне больше нравится решать промышленные задачи, да, которые возникают в индустрии. Просто мне интереснее. То есть для меня образование такое скорее хобби, как дополнительный способ как посмотреть на другую сторону мира. Но я при этом знаю людей, у которых наоборот, которым очень нравится как раз преподавание или там, научная деятельность, для которых периодически взаимодействие с индустрией. Это хобби. Есть такие люди, вот они должны. Я наоборот, мне больше нравится решать задачи промышленные. Ты сказал, что ты выбрал тему, тебе показалось, что с этой темой студенты не знакомы, ты пришел в университет и сказал, я буду ее преподавать. А как же Министерство образования, которое утверждает программу, как это все? Сегодня же не так в вузах происходит. В вузах достаточно есть автономия. Нет такого, что тебе сверху Министерство образования спускает программу. Даже в школах такого нет. Ну, в школах пожестче контроль над программой, но у вузов-то есть очень большая свобода, чего преподавать, как делать свои курсы, там, как бы, это уже решение вуза. То есть если один из наших слушателей подумает, что чего-то еще не хватает в каком-то вузе, он может спокойно пойти туда и предложить свой курс. Руководство этого, даже не вуза, обычно это решается на уровне конкретной кафедры или факультета, соответственно. То есть надо их убедить, что, смотрите, ребята, есть классный курс, давайте читать. Да, то есть здесь обычно у кафедр, у факультетов есть свобода в составлении своей учебной программы, да, они там согласовывают эти планы там где-то, заранее утверждают, но, в принципе, они вправе сами как бы вносить какие-то изменения, добавлять курсы, менять.
Вот ты во время своего, ну, в течение своей деятельности в ICPC, ты же наверняка сталкивался с этими студентами и программистами из разных стран. Можешь ли ты как-то сравнить программистов из России с программистами из других стран? Я почему спрашиваю? Потому что последние годы Россия побеждает, достаточно стабильно побеждает на этих соревнованиях и занимает то ли призовые, то ли первые места, то ли призовые места. И многие говорят о том, что российские программисты самые умные, российские программисты самые талантливые. Ты можешь как-то объективно на это посмотреть и свое мнение высказать? Так ли это? Я не совсем могу на мне специалистов здесь сослаться. Ну, во-первых, давай так, объективно в России очень хорошая школа математических подготовки. Это объективно, на эту тему есть научные исследования. Я за это не понаслышке, у меня просто мой преподаватель математики, кто меня учил давно еще в детстве математики, он потом уехал в Штаты и уже учил других преподавателей, занимался вообще наукой, где проводил большое научное исследование, как сравнивая систему математического образования в разных странах. Ну и вывод краткий, значит, что, да, если посмотреть на школу математического образования в России, лучше, у нее есть, конечно, побочные эффекты, что многие сходят с ума, но она, значит, выдает, значит, лучших математиков. И это объективная реальность, действительно, и это помогает в том числе вот в таких вещах, как вот эта вот фундаментальная математическая подготовка, которая закладывается в школах и так далее, которая все пронизана в систему образования. Она действительно влияет, помогает нам, даже несмотря на то, что у нас там, условно говоря, всего 100 миллионов с копейками человек, а в Китае миллиард, да, мы умудряемся как-то паритет по вот выступлениям в всяких там математических олимпиадах и в олимпиадах по точной науке держать с китайцами. Вот, это такая вот как бы историческая база фундаментальных наук. Это один аспект. Второй аспект, что все-таки у нас есть наблюдение интересное, что успехов вот в таких вот соревновательных дисциплинах, где надо очень много труда положить, чтобы просто вот добиться успехов в каких-то таких соревнованиях. Это прямо реально нужно очень-очень много трудиться. Очень много тренироваться. Это прямо вот реально света белого не видеть. Да? Для этого нужна какая-то дикая мотивация. И эту мотивацию, она есть у людей, у которых, ну, как-то есть к чему стремиться. И вот когда у нас были там 90-е годы, не ищи, у нас здесь и в столицах, и в Питере, и в Москве было очень-очень хорошо. И, ну, как бы надо было как-то что-то, чтобы просто кушать, надо было к чему-то стремиться и попу рвать. А сейчас, например, вот интересная тенденция, что сейчас, если посмотреть, кто побеждает на этих, если вот в 90-е годы победители всяких разных олимпиад, это были москвичи и переможцы, то сейчас это в основном дети из регионов. И это объясняется как раз тем, что, в общем, всем все, что уже не надо попу рвать, чтобы чего-то достигать. И так хорошо живется. Вот, но это же и между странами тот же самый эффект. Если ты посмотришь на Западную Европу, на Америку, зачем человеку, которому судьба выпала родиться в Европе или в Америке, зачем ему попу рвать? Зачем ему часами решать какие-то задачи? Зачем? У него так жизнь не удалась, он может ничего не делать и жить хорошо. Нет никакой мотивации, а слово совсем. Это второй, соответственно, аспект. Интересно. Я не думал в эту сторону. То есть нет никакого здесь национального оттенка или, может быть, какого-то даже расового оттенка. Говорят, вот, например, что китайцы побеждают интенсивно, русские побеждают. И это, мол, говорит о какой-то там специфичности, допустим, чисто китайской. Теории на тему, что это культурно-национальные особенности, я к ним отношусь с большим скепсисом. Могу процитировать одну из таких теорий. Есть, например, теория, которая примерно звучащая примерно так, что смотрите, вот давайте посмотрим на климат. Вот в России, значит, у тебя, значит, начал с Китая. В Китае зона устойчивого, значит, земледелия. Там климат постоянный, предсказуемо меняется, тепло-холодно. Там, значит, можно растить рис. Рис — это такая штука, которая очень зависит от четко соблюдения технологий. Ты как бы, вот если ты все делаешь правильно, ровно как, значит, по процессу, да, все в нужное время засеял, нужно обслуживать, у тебя четко предсказуемый будет урожай хороший. Ты будешь хорошо, сытно жить. Поэтому там тысячами лет, пока там люди, которые там жили, они отбирались эволюцией по принципу, чтобы четкого соблюдения процесса. Потому что четко убедительно тот вышел, а то как бы разгильдяй, тот, соответственно, свои гены не передал. Поэтому, если ты хочешь, соответственно, следствие гласит, что если ты хочешь хоть фабрику построить, и четко надо соблюдать или что-то, ты его делай это в Азии.
все будет классно. Там как бы люди поколение отобраны, все будет четко делать. А давайте посмотрим на Россию. Тут как бы зона неустойчивости. Что это значит? Ну, да хоть 10 раз соблюдай процесс. Ты засеял все правильно. Но бас заморозок, и все нахрен, значит, там это. Значит, от того, четко ты делаешь, не четко вообще мало все зависит, потому что можно не повести. Может хей произойти, значит, не та. Просто вот климат такой, что, ну, как бы, вот. Поэтому, плюс, как бы, длинные зимы, когда с ними делать нечего, можно только думать, сидеть на завальнике. Поэтому здесь, как бы, здесь несколько другие качества людей отбирались. Умение, как бы, быстро соображать и в бессмысленной ситуации как-то копыта не откинуть, а найти какой-нибудь, значит, выход из ситуации. Бытие определяет сознание. Есть такая теория, опять же. Я не то, что большой бета-любитель, я вот вижу, опять же, почему мы... Вот опять же, я начал сначала, что вот китайцы, им тоже есть к чему стремиться. Они и до сих пор, значит, несмотря на то, что он достаточно развитая страна, до сих пор у них внутренний настрой, что они еще, ну, вот попу, и, соответственно, им надо что-то достигать. И они там работают по 12 часов в день. То есть у них реально есть вот этот драйв вкалывать, как бы достигать больше. Их миллиард. И все равно, например, на там олимпиадах по какой-нибудь точных олимпиадах мы не то что не выигрываем, мы скорее, ну, держимся наравне, хотя нас в 10 раз меньше. Чем это объяснить? Ну, вот я это объясняю просто исторически сложившейся. Я не верю, что это как-то тут связано с национальными. Кажется, это просто, что у нас исторически хорошо сложилась система в точных науках образования, вот эта школа. А она ее просто нельзя построить за год. Это и в России она тоже. Это не советская система. Это может оказаться на что нет, эта система своими корнями в царские времена уходит. Она складывалась как бы столетиями. Вот, и ее поэтому так быстро не повторить и не построить, значит, поэтому она позволяет нам поэтому держать хорошие результаты показывать. Не растерять бы ее. Очень многие критикуют современное и начальное образование, и высшее образование в России. Говорят, что этот ЕГЭ многое испортил, говорят, что вот эта система бакалавра-магистра многое испортила. У тебя нет на этот счет критики какой-то? Не знаю, я, несмотря на то, что сам в образовании кручусь, ну, как бы там преподаю, у меня нет какого-то понимания, как правильно, и да, что-то разваливается, но что-то, наоборот, то есть я вижу, как какие-то плохие вещи, что какие-то институты, которые работали раньше, образовательные, умирают, и какие-то традиции уходят, но вижу, как, наоборот, я вижу положительные вещи, что что-то новое появляется, чего раньше не было, и классно растет, и там энтузиасты этим занимаются. И что из этого больше, то есть все сгибается, или все, я не знаю, мне сложно. Но ты вот не уехал за границу вместе с JetBrains, правильно? Ну как, я уехал вместе с командой, я уехал, когда JetBrains уехал, я тоже поехал вместе с командой в Амстердам, потому что все-таки работать над Kotlin, ну давай так, я так человек, занимающийся программированием давно и любящий программирование, для меня вот иметь возможность работать над созданием большого языка программирования — это уникальная работа, которая, в общем, ну, редко выпадает в жизнь, ну, как бы при прочих. Я поэтому и пошел в JetBrains, только ради Kotlin, да. То есть я бы не пошел бы делать, у меня IDE делать неинтересно, да. Я бы не пошел в JetBrains писать IDE, я пошел исключительно ради Kotlin, да, в JetBrains, потому что видел, что это, ну, что больше такой работы никогда у меня возможность в таком проекте поучаствовать. И поэтому, когда JetBrains уезжал, я поехал вместе с командой, потому что мне хотелось продолжать заниматься Kotlin, и какое-то время было нормально, я мог продолжать учить студентов, там, трали-вали, потому что JetBrains стал закручивать гайки, рвать мосты, стал там вводить запреты, что в России нельзя, с вузами сотрудничать нельзя. Ну и тут мне пришлось выбирать между тем, чем я занимаюсь уже 30 лет, как бы в чем фактически вся моя жизнь, это вот олимпиады, образование, вот это все, и продолжать работать над Kotlin, но я сделал выбор, собственно, в то, чем я занимаюсь большую часть своей жизни. Грустная история. Но не жалеешь? Не, ну что значит не жалеешь? Мне, конечно, жалко. Было очень, уходить из Kotlin было очень жаль, но кажется, что я сделал правильный выбор. То есть тут вот так. А как думаешь, возможно в России появление подобных проектов, такого же масштаба, такого же интереса в будущем в других компаниях? Может быть, в Яндексе? Яндекс, например, свой язык не думает создавать? Нет, я не думаю создавать свой язык. Появление, поэтому возможно, не обязательно в Яндексе, да, то есть не надо быть супер крупной компанией, чтобы появилась необходимость собственный язык, да, тут вопрос как бы осознанной необходимости, зачем это, ну, должно, вот Kotlin же появился, там сошлось много звезд в одну точку, да, то есть это такие вещи, но они не появляются директивно, это должно совпасть, очень много факторов, нужно, ну,
Kotlin же был сделан в уникальный момент времени, когда во всей комьюнити было ощущение, что Java умирает, и нужно ее заменить. Огромное количество очень известных людей писали прям публичные призывы. Чуваки, все, надо, значит, нам нужен новый язык. Не надо там, надо все переделать, значит, Java в тупике, надо начинать с нуля, там, делать новый язык. Это было как бы витало в воздухе. И JetBrains был не один, куча компаний ринулись в эту гонку, да, перезапретать Java. А у JetBrains просто были, кроме вот этой момента времени исторического, были соответствующие ресурсы, таланты и умения какие-то, да, и технологии, которые позволяют сделать хорошо. И, ну, JetBrains одна из тех компаний, которая эту гонку ринулась, там Red Hat, в этот момент делал язык Ceylon, там еще были куча проектов. То есть это прям воздух витал, нужен новый язык. И просто Kotlin на JetBrains, он оказался лучше продуманный, соответственно, эту гонку выиграл. Вот, это уникальный исторический момент. Нельзя так просто сесть на попу и сказать, сейчас я сделал новый язык. Да кому он нахрен нужен? Нужда должна возникнуть, чтобы он кому-то стал интересен. Это чем-то похоже на историю возникновения Раста. Тоже говорили, что C++ умирает, и нужно чем-то его заменить. В итоге... Да, похоже, раз тоже в следующий момент. А теперь тоже такой интересный приоритет, да, что C++ перестал убирать, как бы, стол стали высадить. И вроде какой-то стратегический баланс. Вроде Rust растет, но вроде C++ больше не умирает. Вроде... И Java больше не умирает. И Java вроде больше не умирает, да. Вот, но поэтому Kotlin стабильно по проценты все-таки рынка Java. Это медленно, но верно откусывает у Java долю рынка. Вот, потому что уже момент набрал. Rust тоже уже набрал момент, и как бы уверенность потихонечку растет. То есть, как вот мы интересное время живем. Но опять же, это должно быть место и время совпасть. Да, то есть нельзя вот так просто. Сегодня я хочу поделать новый язык, сейчас я сяду напишу. Ну, напишу только, но это будет очередная поделка. Таких поделок каждый год делают десятки. Знаешь, некоторые компании делают языки свои или думают создавать свои языки по причинам импортозамещения. Например, китайские компании. Потому что большинство языков программирования, в том числе Kotlin, контролируется одной стороной геополитического противостояния. И возникают мысли, а почему бы нам не сделать свою Java или свой Rust или свой Kotlin, просто потому что завтра нам могут просто Kotlin запретить использовать, запретить скачивать и так далее. Может быть, это один из мотиваторов мог бы быть. Например, для условного Яндекса, для создания своей Java. Мог бы быть, но, кажется, языки программирования все-таки от этого запрещены благодаря вот этой open source теме. И интересно, меня вот очень приятно удивило, что вообще open source community, оно все-таки ценит скорее ценности open source больше, чем какие-либо другую политику и так далее. И когда вот после начала войны начались всякая херь, значит, когда там какие-то open source проекты стали вставлять, например, проектку на российские айпишники, что мы типа в России не работаем, это вызвало дикую критику среди разнообразного open source community, да, то есть вот это меня очень приятно порадовало, что все-таки вот эта вот ценность самого open source превышает все другие сиюминутные политические какие-то вещи. И кажется, в языках программирования мы уже давно находимся в ситуации, что за редким исключением, большинство всех самые крупные языки, для них все-таки основные решения, они от открытым кодом. И это в каком-то смысле дает тебе защиту от всякой... Да, у тебя понятно, что есть вокруг все равно много коммерческого софта, и в нем, конечно, проблема, да. С тем же самым JetBrains IDE у нас сейчас проблема, что JetBrains не продают их в Россию и всячески пытается запретить из России их использовать. Вот. Но, опять же, как бы не сами языки, то же самое Kotlin, он тоже абсолютно open source, никуда не закрылся, там вся разработка ведется в открытую, нет ничего как бы там, ничего не происходит за закрытыми дверьми. Нет у тебя опасения, что твой GitHub аккаунт закроют совсем, например, через год-два? Ну, закроют мы GitHub, я сделаю себе новый GitHub аккаунт, как бы. Ну, будет обидно, конечно, если мы GitHub аккаунт могут закрыть, да. Нет, опасения более... Это скорее даже более... Скорее всего, это вполне вероятно, что и мой GitHub аккаунт закроют, и там все, что... Я же, видишь, тоже все время... Тут, видишь, очень грустно... Мне, конечно, больше всего в этой всей истории грустно смотреть, как люди, которые, в принципе, как бы... значит, там любят Россию, значит, любят здесь жить, но ради того, чтобы не потерять свои деньги, которые они скопили на Западе, они уезжают. Вот это самая грустная часть всего, когда люди предают, значит, своих друзей, семью ради денег. Вот. Но при этом есть совершенно искренне, как бы, с какими-то ради каких-то высоких мотивов уезжают. Это совсем другое.
не надо смешивать. Но грустная история — это когда вот так происходит. Вот. А, и да, я вполне ожидаю, что рано или поздно ему GitHub аккаунт закроют, и закроют меня выйти за границу, и, значит, отберут там все мои накопления, которые я тоже в свое время сделал. Но как бы, ну а чё поделать? Слушай, у тебя позитивный настрой такой сильного человека. Нет, у меня реалистичный настрой, в смысле, ничего позитива никакого в этом нет. Хорошо, это здорово такое. Было приятно это услышать, неожиданно. Ну хорошо, наверное, последний мой вопрос. Ты себя, ну, наверное, такой вопрос, который отсылает к первому вопросу. Ты себя в настоящий момент видишь как программиста или как уже не программиста? Вот как бы ты... Даже точнее так, я сформулирую поточнее. Для людей, которые прошли многое, которые уже senior-девелоперы, которые уже архитекторы, они, как бы ты им посоветовал, продолжать видеть себя программистами или все-таки выходить из этого статуса и переходить в статус чего-то более крупного, высокого? Почему я задаю этот вопрос? Меня очень часто спрашивают люди, какой дальнейший шаг в карьере нужно делать после того, как ты уже senior-девелопер, у тебя уже 20 лет условно опыта за плечами, что дальше? Ты думаешь, и их пугает перспектива оставаться программистом и дальше. Вот им, например, 40 лет, и он думает, мне будет 50, я буду программистом, мне будет 60, я буду программистом. Им почему-то кажется, что это какая-то, ну, что-то типа деградации. Не кажется ли тебе так же? Нет, слушай, мне так не кажется совершенно. Более того, несмотря на то, что у меня большой политический опыт, я много управлял большими командами и умею, как бы, знаю, что надо делать. Тем не менее, я основную свою ценность вижу именно в том, что я хороший технический специалист. И даже, то есть ценность моя как раз управленческая в том числе, в том, что я понимаю, что происходит, что у меня, как бы, я понимаю технологии, я умею программировать, знаю, в чем тут трудности, да, я просто нахожу, то есть если бы я бы выбрал карьеру менеджера, да, это значит, что я, условно говоря, ну, там, сейчас у меня есть знакомые, которые, кстати, с IT-образованием, которые пошли по менеджерской карьере, да, и они это могут посмотреть, они работали там, управляли совершенно компании совершенно разных отраслей науки и техники, значит, да, и вообще не относящихся к технике и к науке тоже. Это другое, моя ценность, она в первую очередь именно как технического специалиста, да, значит, естественно, чтобы больше пользы приносить, я могу приносить больше пользы, когда у меня есть команда, да. Количество пользы, которую могу принести, увеличивается, если, значит, работает целая команда, а не я один. Но ценность-то моя основная, в моих технических знаниях. Здорово. Все, спасибо, у меня все вопросы кончились. Было очень интересно. Пожалуйста, Тебя многое узнал. приятно, спасибо. Пока-пока.